Они не промах как в бою, так и в колдовстве, из-за чего количество трюков у них в рукавах велико. Вооружившись запрещенными знаниями и остатками потерянной родословной, они отдают приоритет применению своей силы, чтобы помочь своим союзникам как можно большим количеством способов. Всем привет, мои дорогие друзья, и сегодня мы с вами рассмотрим новый класс, который включает в себя сразу двух героев – Женевьеву и Клода, брата и сестру, по-прежнему занимающих одну позицию в группе. И, продолжая тему абсолютных универсалов типа Кадавра, хочу сказать, что эта парочка может все, вообще все. Лечить, попутно сбрасывая весь тикающий урон, снимать стресс товарищам и снижать свой, защищать сопартийцев от монстров, контратаковать противников, попутно привлекая внимание меткой, притягивать цели поближе, чтобы пронзить их копьем. И даже метку могут поставить, если правильно их экипировать. И я даже не знаю, что может их остановить. Начнем кратенько с их уникальной механики. Каждый персонаж имеет свой личный ход, после которого сразу же ходит другой. При этом за первую раскладку умения отвечает сестра, и после ее действий приходит черед брата, которому положены отдельные умения. Каждый новый ход начинает сестра, при этом нужно понимать, что при оглушении и других эффектах, отнимающих действия, ходить не будет ни первое, ни второй. Плюс первое умение съедает ход и сестры, и брата, и, пожалуй, с него мы и начнем. Если использовать его Женевьевой, то любой союзник или сама парочка отлечится на жирный кусок максимального здоровья, а также избавится от яда и кровотечения, но Клод ходить не будет. Если же использовать умение братом, то с цели просто слетит весь тикающий урон. Поскольку выбирать не надо и доступ открыт ко всем умениям, просто отмечу, что это очень мощное лечащее умение. Та же чумная докторка грустно плачет в своем темном углу среди своих склянок. И даже при необходимости использовать какой-то навык Женевьевы, например, притягивание, это все еще отличный пластырь-антидот. Все остальные умения тратят ход только сестры, и второй навык – это активация стойки контратаки на 2 хода. При этом ответному выстрелу добавляется огромный шанс на полуторный урон. В принципе, особо тут сказать больше нечего. Если нужно атаковать в ответ на каждый выпад или у противника много площадных умений, стоит использовать. Следующее умение сестры – это слабый антистресс, попутно укрепляющий рассудок брата и Женевьевы на 2 хода. Отличное умение против массовых и точечных стрессовых атак, особенно если парочка кого-то защищает, увеличивая шанс получить ментальный удар вместо цели. Только учтите, что из первой позиции оно не используется, как и следующее умение Женевьевы, подтягивающее врага поближе на одну позицию с хорошей точностью и мизерным уроном. Главная причина использовать это умение – усиление единственного полноценного атакующего приема на 100%. Обязательно используйте его, чтобы наносить достойный урон. Далее у нас идут умения Клода, и открывает список его прием, отмечающий брата на 3 хода, мощно увеличивающий урон контратаки и броню. На 5-м уровне это усиление в 1,5 раза и 25% брони. Но не обольщайтесь, чуть позже я поясню, откуда тут такие огромные усиления урона. Второе умение защищает на 2 хода союзника, при этом нужно внимательно рассчитывать это дело. По сути, принимает удары он всего один ход, то есть уже после следующего хода Женевьевы и Клода никакой защиты у союзника не будет. Также применение снижает уклонение на 2 хода, но чем выше уровень приема, тем минус незаметнее. Типичное танкующее умение, комментировать тут особо нечего, из глубокого тыла защищать нельзя. И последний прием брата со средней точностью и повышенным шансом крита – воткнуть копье в одного противника в авангарде, бонусом абсолютно игнорируя его броню. Других атакующих навыков у них нет, но особо и не нужно, этот довольно хорош. Пробежимся по навыкам привала, они играют важную роль в том, что будет делать наш герой в бою. Посовещавшись 3 единицы времени, лидерство берет на себя Женевьева, увеличивая в половину мощность лечения телесного и ментального, но также снижая в половину урон брата и на 1/5 броню при защите союзников. Если же главенствовать будет Клод, то время защиты увеличится в половину, на 1/5 увеличится броня. Если же они получат метку, то дополнительно будет повышено уклонение на 20, но шанс притянуть кого-то и мощность лечения будут снижены на 40%. Раздобыв где-то планы смотрителя за 4 единицы времени, будет сильно повышен шанс снять ловушку и чисто символический шанс разведки. И за 2 единицы времени Клод может продемонстрировать
ежовые рукавицы, повысив шанс превозмогания ментальных болезней на 10%, но запугав команду на 7 единиц. А теперь давайте взглянем на характеристики, это поможет нам разобраться, как лучшим образом использовать эту парочку. Тут достойный запас здоровья, 54 единицы на последнем уровне дает возможность впитывать много урона, особенно учитывая те усиления, которые капают с применения навыков. Также этому способствует 25 уклонения и приличная скорость. То есть у брата с сестрой имеется сильный танкующий потенциал, попутно стягивается внимание меткой и часто критует контратака. Но урон 4-8. 4-8 на последнем уровне. То есть только с усилением сестры мощность удара брата достигнет приемлемых значений 8-16. Без него бить почти нет смысла, даже с учетом полного пробития брони. Соответственно, без усиления контратаки ответный выстрел также не блещет. Дело слегка спасает дополнительный крит на 6%, но очень слегка. Если же на привале дать рулить Женевьеве, то про атакующий потенциал и урон стоит вообще забыть. Зато лечение и снятие стресса достигнет отличных значений. Кстати, о лечении. Даже без усиления с привала Женевьева выдает под правильными украшениями точечное лечение уровня заправской весталки, а после привала может ее и уделать. Ну, а теперь к этим самым побрякушкам. Украшения Кровавого двора внезапно делают нашу парочку приятным дополнением в группу героям, бьющим в метку. Дешевое кольцо наделяет притягивающее умение Женевьевы разметкой на 3 хода. При этом любой дружественный навык повышает у цели крит на 6% и точность на 10 против отмеченного. А сломанный меч метит парочку за любое использование атакующих умений. При этом положительные умения уменьшают шанс получить крит на 8% и повышают точность на 10, пока висит метка. Бонус набора увеличивает урон в метку в половину, а также дарует 40% шипы, пока Клод терпит крест на лбу. Думаю, комментарии излишни. Если в группу заходит хотя бы 2 героя типа Арбалетки или Серафимы, которые с удовольствием натыкают острых предметов в отмеченного монстра, то набор должен быть. Украшение за кристаллы дает довольно хорошие бонусы. Во-первых, контратака становится намного точнее. Бонус в 20 единиц просто шикарен. Во-вторых, добавляется хороший шанс отравить выстрелом ответкой в 3 урона на 2 хода. Минус в том, что сопротивление ядам падает аж на 25%. Так что не следует одевать это туда, где есть много отравителей. Но как усилитель контратаки очень неплохая побрякушка. Пройдемся по обычным классовым украшениям. Флажок даст хороший множитель урона в 30%, но снизит лечение стресса на 15%, что в принципе для атакующего Клода не страшно. Обратные же цифры дает заколка с вороном, 30% к лечению и минус 15% к урону, что неплохо для Женевьевы в поддержке. Сплошные плюсы дает и гида для Клода, 40% сопротивление к перемещению и оглушению, в половину более длительная защита, замечательные бонусы для Клода танка. Запечатанное письмо усиляет лекарский навык в половину, но снятие отравлений и порезов теперь срабатывает 50 на 50. И с таким бонусом это не страшно, шутка ли, на последнем уровне лечить 30% от максимального здоровья цели. И даже больше с дополнительными украшениями. Древняя карта увеличит защиту в коридорах на 35%, а в комнатах добавит 25 уклонения, попутно увеличивая шанс на разведку на 10. И, опять же, Клод Танк будет счастлив заиметь этот папирус. Из ванильных украшений отмечу лишь свиток смотрителя, усиляющий ментальное и телесное исцеление. Что же по лягушке, то не могу с уверенностью сказать, срабатывает ли она от колдовства Женевьевы. Ни разу на моем опыте такого не было. Но если уж срабатывает у Клода, то действие переходит к сестре, и оба получают возможность еще раз походить. Что же по сопартийцам, кого отправить в путешествие с Клодом и Женевьевой? Думаю, уже понятно, что кого угодно. Все будет зависеть от роли, которую играет наша парочка в группе. Они могут быть и полноценным лекарем в группе, выдавая цифры не меньше, чем у весталки, еще и обладая опцией укрепления рассудка. Могут выдать урон в бронированные цели, особенно в группе с разметчиками, при этом не брезгуя размечать самим. Могут танчить любой физический урон, обладая украшениями на мощнейшее увеличение защитных показателей. Могут быть третьим контратакующим героем в группе с разбойником и графиней, не оставляя ни один выпад в нашу сторону без ответки. Чумнодоки, крестоносцы, прокаженные, варварки.
Ну просто берите любых персонажей и вперед, очищать все темные уголки подземелий. И по мелочи, как всегда. С ловушками справляется хорошо, 90% на последнем уровне делают их главными демонтажерами в группе. Каждый крит просто лечит героя на 1/10 от максимального здоровья. При этом лечение также может быть полуторным. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь, если видео вам понравилось, заглядывайте в другие, тычьте пальцы туда-сюда и до новых встреч в темнейших коридорах.